Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Владимир, я приветствую вас на канале строительной компании Кельстрой. Для тех, кто не смотрел первую серию, я повторюсь, что мы строим дом 9 на 12 в деревне Щерглово Ленинградской области, Всеволожского района. А вот мы приступили к возведению стен. Рубим мы стены в теплый угол, засверливаем, венцы скрепляем на деревянные сухие нагеля. Сейчас я покажу вам, как мы запиливаем теплый угол и сращивание по длине. Перед тем, как начинать запиливать какие-то элементы, хочу поговорить с вами о вот такой вот штуке под названием шаблон. Этот шаблон называется вообще Кельстрой, которым можно размечать шип, паз и соединение по длине. Давайте сначала запилим вместе с вами паз. Одеваем этот шаблон на бревно. Для того, чтобы его ровно торцевать, мы обрисовываем здесь, с этой стороны. Так как у нас брус 140 миллиметров, ну 150-140, вот, обрисовываем его здесь паз. Если у нас чистая ширина бруса 140, то значит вот от этой метки и до этой у нас четко 140. Обрисовали. Все, у нас это, здесь мы торцуем четко под 90 градусов, здесь мы выпиливаем шип. Шип у нас готов. Дальше у нас, допустим, идет сращивание по длине. Стена у нас ровно 9 метров. Мы отмеряем, значит, 585 миллиметров. Опять же берем этот же шаблон, одеваем его с этой стороны. Вот эти две метки у нас получается четко тоже под 90 градусов. Здесь нам нужно также сделать соединение ласточный хвост. Переворачиваем его, надеваем с этой стороны, рисуем ласточный хвост. У нас соединение ласточкин хвост. Вот здесь мы запилили паз. Давайте сюда запилим шип. Опять же, этот же у нас шаблон. Одеваем его и обрисовываем только вот здесь вот этот шип. Смещаем. Все, шип у нас обрисован. Шип готов. Вот эти вот три элемента, которые нам нужны для того, чтобы делать сруб в теплый угол. То есть это шип, паз и соединение по длине. И все это дело можно делать только лишь вот одним шаблоном. Как все это соединяется? То есть вот этот шип входит в этот паз. Мы вам покажем, когда уже на самой стене, когда будем собирать венец. Здесь у нас ребята заджутили уже. Сейчас мы откроем этот теплый угол и проверим. Нормально. Сейчас посмотрим соединение по длине. Я не везде так вот прошел. Ласточкин хвост, соединение непродуваемое.
Подняли мы 12 винцов сруба нашего, смонтировали внутри перегородки. А 12 венец у нас идет затяжка. Примерно идет посередине окон. Вот эта вот затяжка, она не даст нашим проемам при усадке волниться и срубу расходиться. Эта затяжка будет перепиливаться, когда будут делаться косячка дверных и оконных проемов. В данный момент приступаем к дальнейшему возведению сруба. Как-то так. Это вам не гвоздь заколотит 200-й, которые некоторые называют так вежливо металлические нагиля. Впрочем, ладно, об этом мы как-нибудь снимем такой отдельный ролик, где мы будем сравнивать сухие березовые нагиля и 200-й гвоздь. И будем рассказывать о плюсах и минусах. Забил я последний нагель в этом доме. Новый этап у нас будет это монтаж межэтажных перекрытий. Напомню, сруб у нас был 9 на 12 из профилированного бруса 150 на 150 мм. Перегородки внутри у нас сделаны из бруса 100 на 150. Вот закончили мы монтаж межэтажных перекрытий. Следующим этапом для нас будет это монтаж стропильной системы. Сначала мы будем устанавливать коньковую балку, потом монтировать на нее стропильную систему. Но это уже будет в следующей серии. Кому понравилось, ставьте лайки, кому не понравилось, ставьте дизлайки. Все должно быть честно. Кому понравилось, не забудьте подписаться на наш канал. Всего доброго, до скорой встречи. Вот и закончили мы строительство этого дома. Напомню, что сруб у нас был 9 на 12 из профилированного бруса 150 на 150 мм. Вот такой вот открытой террасой. Напомню, что дом строился у нас по нашему проекту ДМ-24ПР, с которым вы можете ознакомиться с его комплектацией и с ценой у нас на сайте. Все ссылки на сайт именно на этот проект вы найдете в описании вот под этим видео. По ряду причин мы не смогли снять, как мы монтировали ветрогидрозащиту, контробрешетку, обрешетку и металлочерепицу. Сейчас мы приехали на наш объект, снимем все, что возможно, и по возможности все прокомментируем. Ну вот начнем, скажем, допустим, со стропильной системы. Когда мы закончили сруб, мы вытащили мурлаты, вот такие вот. На них мы поставили крайние стропильные системы, крайнюю стропильную ногу для того, чтобы подшить к ней вот это вот оформление кровли, обратите внимание, которое сделано и в две доски. И также к этой стропильной системе мы подшили вот такие вот карнизные свесы. Если бы не было вот этого вот мурлата, мы бы не смогли бы опереть крайнюю стропильную систему, и пришлось бы там мудрить что-то, какие-то другие там вещи. Либо обрешетку выпускать, или там кобылки какие-то делать. То есть вот такое вот решение намного лучше. Эти мурлаты выпущены
3 штуки, куда опирается стропильная нога. Это вот с этого края на самом коньке и вот с того края. То есть вот такая вот стропильная система, она более жесткая. У кровли, если у вас кровля выпущена более 50 сантиметров, а края уже не клюнут. Вот здесь мы на наш чердак. Вот, сейчас я покажу вам коньковую балку. Кстати, это вот именно называется чердак, потому что здесь у данного дома не предусмотрен второй этаж. Это чердачное у нас помещение. Перед тем, как монтировать стропильную систему, мы поставили коньковую балку. Коньковая балка у нас опирается вот на такие стойки. Количество этих таких вот стоек у нас получается 1, 2, 3, 4 на 6 опорных столбов. А между каждой колонной мы установили вот такие вот диагональные раскосины, чтобы кровля у нас не раскачивалась вот так вот. То есть, дальше в коньке мы скрепили каждую стропильную ногу накладкой доской 50 на 150. Здесь нету у нас ветрового ригеля, потому как здесь очень такая пологая кровля, и ветровой ригель он на такой кровле работать не будет. Поэтому мы смонтировали здесь вот такие вот дополнительные стойки, которые поставлены примерно по центру ската. И они будут давать нам дополнительную жесткость вот этой нашей стропильной системы. Как мы монтировали стропильную систему, то есть мы сделали наверху здесь шаблон, спустились вниз, напилили все стропила на чердаке. Покрытая у нас металлочерепица серого цвета, толщина у нее 0,45 мм. Смонтирована она со всеми доборными элементами. Это у нас торцевые планки, на коньке у нас коньковая планка. Все саморезы у нас прокручены через волну и, как положено, под волну. И еще дополнительно вот в местах вот таких вот стыков, которые идут вдоль стропильной системы, у нас закручены саморезы также в каждую волну, чтобы не топорщился вот этот вот стык. В заключение хочу напомнить, что данный объект мы начали строить 23 августа 2016 года. Сегодня мы его сдали нашему заказчику, и сегодня у нас 11 сентября 2016 года. То есть получилось у нас 19 рабочих дней. По факту рабочих дней у нас получилось 16. Я думаю, что кто проживает в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области, они поймут, почему так получилось, и поддержат нас, всех строителей, своими лайками. Вот. Кстати, всю информацию, которая касается о наших строящихся объектах, сданных объектах, вы можете посмотреть у нас на сайте в разделе «Приглашение на строительство». Сайт у нас был сделан не только для того, чтобы люди зашли на него и посмотрели, что мы строим и что мы сдали. Главная его задача – это так и есть приглашение на строительство. То есть мы приглашаем всех людей посетить наши строительные объекты, на котором вы можете оценить не только качество выполненных работ, но и сами строительные материалы. Также вы увидите, кто работает, какие бригады работают на наших строительных объектах. Я думаю, что это немалый важный фактор.
Все-таки у нас покупка дома или бани – это не за хлебушком сходить. В общем, приглашаем вас на наши строительные объекты. На этом я заканчиваю обзор данного видео, а вы не забудьте подписаться на наш канал. Кстати, подождите, где-то он рвется, наш заказчик, и хочет сказать вам пару слов. Совершенно случайно в интернете нашел сайт Кельстрой. Обратился к ребятам, просчитали. По цене, по качеству вроде все понравилось. Начали стройку, как обещали, построили за 19 дней. Все красиво, все качественно. Ну а дальше посмотрим, будем жить. На следующий год будем отделывать и репортаж продолжим, я надеюсь. Все, спасибо ребятам, спасибо Владимиру, спасибо Ивану, спасибо Олегу, да? Олегу. Отлично, все чисто, все красиво.